Эй, ты слышь? Давай, не будь чушпаном, подписывайся. И колокольчик не забудь поставить. Все сделал? Приятного просмотра. Всем привет, с вами Никтанкс. Я тут подумал, что нужно же урок сделать, как снимать. Так сказать, для полного комплекта. Давайте не будем затягивать и начнем снимать. Снимать вы знаете в стоп-моушен, ссылку на него оставлю в описании. Надо подготовить съемочную площадку. Но вначале надо поставить, конечно, искусственную траву, или другую поверхность, и фон. Но можно там какие-то маленькие, там веточки с елки взять, сорвать. Или на елках такие мини-шишечки, видели у меня в мультах? Декорации также можно из пластилина лепить. Вот у меня тут кустик я из пластилина слепил. Но для хорошего света я использую лампу. Да, так она выглядит. Берем, ставим нашего персонажа за кадр, чтобы он вначале, чтобы мы были наготове его, поставить. Вначале снимаем просто природу. Кстати, тут также можно сделать копию и повставлять. Так удобно. Я этим пользуюсь. У меня тут 16 FPS настроено, поэтому еще даже секунды нету. Двигаем персонажа чуть-чуть вперед, чтобы пушка еле выглядывала. И так далее, пока наш весь персонаж не покажется. Дальше делаем анимацию моргания, параллельно двигая его. Так-то у меня съемка занимает где-то 30-40 минут. Вот теперь делаем, он глазки открывает. И посмотрим на результат. Дальше создаем анимацию плавного торможения. Параллельно создаем моргание. Дальше смотрим, что у нас вышло. От торможения танчик сделаем, чтобы качался. И снова делаем анимацию моргания. И давайте полюбуемся на результат. Если надо, исправляем какие-то баги что ли. Делаем танчик начинает смотреть куда-то вверх. И еще раз делаем проверку багов и оценим работу. Поскольку у меня будет сражение тигра и Т-34, вот тигр выстрелил, и там сбоку где-то за кадром делаем снаряд. Он сейчас сделаем анимацию, он пролетит мимо. Если рукой неудобно, то можем использовать ножик для пластилина. Или палочку какую-то. Ставим за кадр и делаем снимок. Так, чтобы было видно только снаряд. Вы знаете, надеюсь. Дальше его переставляем на корпус, на самого персонажа. Главное, чтобы было на уровне с предыдущим кадром. И, конечно, делаем на кончике. А дальше просто убираем. Он должен полететь как молния. Во, видели? Дальше делаем анимацию испуга. Танчик испугался, что мимо него пролетел снаряд. И делаем анимацию открытия рта. А дальше проверка багов, а также проверка работы. Вот пересматриваем полностью для уверенности. Дальше ему сделаем более большие глаза, поставим. Он еще сильнее испугался.
И дальше продлим видео одинаковыми кадрами. Ну, также можно делать копии, если хотите. Дальше берем вот так, шатаем камеру, ну, типа для перехода, видите? Да, кому-то это может показаться странно. Так, пока не дойдем до размытого момента. Ловим кадр и меняем фон. Ну, типа показ другого персонажа. Тут у меня типа тигр один, ну, дерево повалил. И делаем типа горячесть или пар от выстрела. Дальше типа он едет, и дерево откатывается чуть-чуть в бок. Параллельно делаем анимацию моргания, пока персонаж не выйдет за кадр. Дальше меняем фон и ставим нашего другого персонажа. И дальше будет подъезжать тигр. Вначале тоже продлим кадры. Повторяю, это также можно делать копии. Дальше делаем вот Т-34, максимальный испуг. Тут, там, где у него вообще от страха бровь поднялась. Дальше делаем, будто второй персонаж подъезжает. А у первого поднимаются брови от еще более сильного испуга. Дальше делаем искру из-за того, что эти двое врезались. Дальше проверка багов. Вот, видите, уже неплохо. Дальше делаем анимацию выстрела танчика. Вначале он типа делает вдох. Дальше делаем анимацию летящего снаряда. А дальше снаряд чуть-чуть мнем, чтобы был эффект, будто он врезался в броню. Ну и аккуратно налепляем на танков фольгу. Небольшой кусочек, чтобы это выглядело как непробитие. Дальше потихоньку немного мнем снаряд и изображаем анимацию отпадания. Снова смотрим на результат. Вот, смотрите. Уже 199 кадров. Теперь делаем, типа, тигр орудие напрягает. Ну, как будто у него перезарядка идет. Ну, это у меня тигр, у вас может быть другой танчик. Дальше сразу передвигаем камеру на первого персонажа. Теперь танчик должен посмотреть в середину с дьявольской улыбочкой, будто он план придумал. Коварный план. Вот что выходит. Дальше он начинает смотреть вперед. Передвигаем камеру на второго персонажа. У второго персонажа типа идет перезарядка. Дальше наш первый персонаж типа стреляет в другого. Дальше анимация полета снаряда. Ставим вначале его возле орудия. Дальше переставляем на самого персонажа, в которого попадает снаряд. Дальше типа делаем, будто у него от снаряда улетает шапочка. Или как у немцев этот головной убор назывался.
Дальше у персонажа поднимаем бровки и делаем типа страх. Передвигаем камеру на первого персонажа. Опускаем немножко брови, будто он этот свой придуманный план собирается протестировать в действии. Делаем анимацию высовывания гранаты. Дальше он ее задирает вверх, будто хочет кинуть. Делаем анимацию полета гранаты. И чтобы граната не уходила за кадр, передвигаем камеру на второго персонажа. Так как у меня еле-еле, чтобы только ее кончик был виден. Дальше еще раз в ту сторону передвигаем камеру. Девушка, вы кто и что вы тут делаете? Типа граната перекатилась на башню. Теперь переводим взгляд танчика на гранату. Делаем типа граната детонирует и собирается взорваться. Теперь гранату меняем на фольгу в виде пробития. Теперь налепляем черным пластилином, будто это дырка. Ну не дырка, а большая дыра. Теперь меняем глаза на закрытые. Ну, будто танчик умер. Также делаем копии кадров. И постепенно передвигаем камеру на первого персонажа. И делаем моргание, будто его глазки снова стают добрыми. Дальше делаем анимацию полного закрытия рта. И дальше ему делаем обычную спокойную улыбочку. Ну а дальше проверяем баги и любуемся шедевром. Вот такой прикольненький мультик у нас вышел. Надеюсь, видео вам помогло. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Еще раз спасибо за просмотр. Но мне пора разобраться с одним чушпаном.